Приветствую всех на канале. В прошлом видео я сеял перец со средним сроком вегетации. Сегодня буду еще досеивать сорта новые. Итак, у меня вот таких два поддончика. В каждом по 18 штук. То есть 36 стаканчиков я уже посеял. И сейчас буду еще продолжать досеивать. Значит, сегодня буду сеять хабанеро. Это у нас будет оранжевый, персиковый, красный, коричневый. Есть у меня такой перчик скотч бонет. Классный оранжевый перец. В прошлом году выращивал. Дальше скотч бонет Фудорама. Скотч бонет коричневый. Скотч бонет Папа Джо. Скотч бонет Трентон FM. Бикини красный. Тоже такой интересный перчик. Буду еще досеивать Каролину 3 цветов. Попросили посеять на рассаду. Дальше у нас идет Аджи Черапита. Это такой маленький перец, как горошинки. Чем-то похож на облепиху. Куст усеян полностью такими маленькими оранжевыми шариками. В прошлый раз я сеял, сейчас буду еще досеивать. Стаканчика 2-3. Дальше идет Аджи Пульсар. Тоже довольно-таки известный перчик. Это у нас он идет красный. Мака Коку перец. Это у нас желтый. Также буду досеивать еще Гром горы Лонghorn. Это у нас Thunder Mountain Longhorn. Тоже очень прикольный перец. И еще один перец Scotch Bonnet коричневый. Также в прошлый раз я еще не досеял некоторые сорта. Это у нас Habanero New Mix будет. Буджалокия удлиненная. Дальше идет Протоколова Фифронка. Кому интересно, можете почитать. Тоже средняя у него вегетация. Дальше идет Аджи Эквадориан. Тоже интересный перчик. Макарена. В прошлый раз не досеял. Дальше идет Шервуд Карбонера. Seven Pot будет один. Тринидад Парфюм. Интересный перец. Слабая острота. Повышенная у него ароматика. Вот такой перчик. Дальше Lemon Drop. Тоже довольно-таки известный. Мака Коку красный. Получилось собрать всего 2 семечки у меня. Перец присылали. Также посею. И Буджалокия красная. Вот все перцы, которые сегодня буду сеять. Подготовил уже стаканчики. Забил еще 2 вот таких поддона. То есть еще 36 штук. И здесь у нас еще идет 12. То есть сегодня еще около 50 штук посажу. И сейчас буду потихоньку сеять каждый сорт. И дальше накрывать вот такой накрывкой. Это песок, перемешанный с торфом. Для того, чтобы грунт был потяжелее, чтобы семена не вылазили с шапочками, чтобы потом не снимать. Ну и как в прошлом видео, буду также само сеять в стаканчике по 2, по 3 штуки. Потому что большая часть идет 5 семечек. Одно оставлять не буду, буду сеять где-то 2, где-то 3. В общем, вот так. Ну и в общем, вот так я буду сеять свои семена по 2 штучки. Потому что у моих семян я знаю схожесть, у них она неплохая. Ну и сейчас посажу хотя бы по 3 штуки каждого сорта. Может быть, чуть позже еще посажу Каролину дополнительно. И также теперь буду забивать все остальные стаканчики. Все, чуть позже, когда выложу, подпишу все стаканчики, покажу, как буду накрывать. И теперь, когда уже все семена выложил по стаканчикам, буду их накрывать. Накрываю семена обычно от полсантиметра до 1. 1 это максимально. Это у нас острый перец. Сильно накрывать его прям не нужно. То есть нужно так накрыть, чтобы у нас не вылазила семечко. Из-за того, что торф с песком, он у нас получается тяжелее. И будет сдерживать саму семечку. Ну и вот так, собственно, закрываем все семена. И дальше нужно уже полить. Поливать нужно умеренно. Без перебора. Грунт сам немножко мокрый. Не то, что мокрый, он, вернее, влажный. То есть нужно немножко полить. И дальше я накрываю пищевой пленкой.
чтобы влага не испарялась, чтобы семена не пересыхали. Так как мы их не проращиваем, схожесть обычно ниже, поэтому нужно накрыть. И поставлю в температуру где-то, где будет 25 градусов в среднем. То есть семена хорошо всходят, когда у нас температура в районе 26-27. Это я так замечал. Обычно сходит лучше всего. Теперь, когда все семена накрыты, также нужно уплотнить. Если есть время и не так, как у меня, я сажу много сортов, можно проращивать, тем самым увеличивать схожесть. То есть, когда проращиваем, у нас больше семян обычно всходит. То есть, когда я сажу так в стаканчики, я сыплю по 2-3, потому что они не все всходят. Собственно, тем самым мы увеличиваем шансы. Если есть время, например, в январе, когда садятся все суперхоты, обычно семена дорогие, и там я уже проращиваю. Когда семена уже подешевле, можно, в принципе, их вот так садить. Все, теперь, когда все стаканчики уплотнены, нужно хорошо пролить их. Семена лучше всего поливать талой водой, так как у нас она еще дополнительно стимулирует семена. Сейчас уже февраль. В принципе, семена должны проклевываться нормально. Это в январе они еще не очень проклевываются, в декабре. Начиная с февраля обычно уже проклевываются намного лучше. Ну и понятно, лучше всего проклевываются те, которые в марте садишь. Вот обычно, когда сажу халапеньо в марте, там уже всходят они все дружно. Все, и вот так вот сейчас проливаю все стаканчики. И дальше покажу, где они у меня будут стоять. Здесь у меня котельная, поэтому температура у меня здесь повыше обычно, чем в комнате. В комнате там 22-23, а здесь градусов 25. То есть, если поставить еще на котел, результат будет вообще самый лучший. И дальше самой обычной пищевой пленкой накрываю вот эти поддончики, чтобы у нас не пересыхало. Чтобы семена, когда проклюнулись, укоренились и нормально взошли. И вот так у меня уже под пленкой стоят стаканчики. Это те, которые я сегодня садил. Вот стоят, которые садил где-то дня 4-5 назад. Вот так испарина выступает немножко. Как можно видеть, грунт мокренький. Все, здесь температура там, в районе 24-25 градусов я мерил. То есть здесь условия нормальные для них. Если чуть-чуть поднять, будет вообще отлично. Также вот такой у меня теперь стеллажик. Обшил я его вот таким материалом. Это подложка для ламината фольгированная. То есть она у нас отражает. И стоят у меня вот такие лампы на профиле. Здесь идет лента диодная. Температура вот такого освещения у этой лампы 6500 кельвинов. Дальше идет у меня один ряд. Тут 5000 кельвинов, одна лампа. И ряд сделал чуть-чуть пониже. Это для мелкой рассады. Чуть позже переставлю сюда. И еще один ряд у меня идет тоже 6500 кельвинов. Ну, высота приблизительно сантиметров 45-50 у этого ряда. Сделал, в общем, вот такой стеллаж. Мерял освещенность на вот таком расстоянии. Получилось у меня где-то в районе 5,5-6 тысяч. Тут я еще не доделал створку, чтобы эту сторону закрывать. То есть, когда поставлю, думаю, где-то около 6 тысяч будет. То есть, это, в принципе, пойдет. Дальше, когда буду выращивать, буду смотреть. Если будет не хватать, может быть, еще один поставлю ряд вот такого светильника. До этого у меня все стояло на лампочках, тоже диодных. Только у них было освещение 4000 кельвинов. 4 это у нас среднее. В принципе, в начале развития можно использовать вот такой свет, потому что у него будет освещенность чуть повыше. И далее уже перейти там, например, на 5000 или на 4. Вот так можно видеть, здесь более холодный свет. Когда быстро переводишь, здесь он желтее. Все, теперь перцы будут стоять до проклевывания. Сегодня, я думаю, уже досажу все средние сорта. И следующие сорта буду садить уже в марте. Это у нас будет ранние, ультра ранние. Ну, в основе это будут все халапеньо.
кайенские, в общем, вот такие перцы. То есть сейчас я сажу хабанеро. У кого тоже есть хабанеро, уже можете начинать садить. У хабанеро где-то в среднем 120 дней плюс. То есть в феврале нормально они растут. Но опять же при условии, если у вас есть возможность сделать нормальный свет и нормально выращивать рассаду. Если такой возможности нету, садите тогда в марте. Потому что она будет тянуться, ничего хорошего из этого не получится. Сейчас уже на данный момент я посадил чуть больше 40 сортов. Вот они у меня потихоньку растут. Ну, дальше будет видно, как будет сходить. Также в конце видео хочу сказать спасибо Сергею Боцману. Вчера он оформил платную подписку на канал 2 уровня. Смотрите канал, думаю, будет полезным. И огромное спасибо за подписку. И на этом, друзья, у меня уже видео подходит к концу. Все, будем ждать результатов всходов. Чуть позже буду показывать обязательно. Желаю всем дружных всходов, хороших ростков. И чтобы рассада вас радовала. Все, друзья. Кому видео было полезно, ставьте лайки. Пишите обязательно ваши комментарии. Будет интересно почитать. До свидания и всего доброго.